Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, а вы у меня на канале. Позади меня море, как уже во многих предыдущих роликах из замечательной страны Казахстан. Но в этот раз море уже не Каспийское. В этот раз за мной море. Так, стоп. Давайте-ка вернемся на несколько дней назад. У всего хорошего в нашей жизни есть одна неприятная особенность. Все хорошее в нашей жизни рано или поздно заканчивается. Вот так и отведенные законом мои 90 дней в Казахстане внезапно закончились. Уверен, что в этот момент многие мои зрители сразу же возразят: ну как же так, странный дядька? Ведь есть же Визаран, есть РВП, есть ВНЖ и прочие всякие такие аббревиатуры. Ну да, есть, но в моем случае все пошло наперекосяк. Все дело в том, что изначально был совершенно понятный и более-менее подробный план. Но весь этот план был нарушен тем, что автомобильчик мой старенький, дряхленький, и он сломался. Я заказал запчасти, а запчасти сначала все никак не отправляли, потом все никак не приезжали, и все это тянулось, тянулось и тянулось. И потом стало понятно, что все эти планы накрылись медным тазом. Совершенно логичным решением этого вопроса было продлить свое пребывание в Казахстане каким-нибудь законным способом. И я такой законный способ нашел. Я оформил себе совершенно честный РВП, получил его на руки и вроде бы даже уже успокоилась. Но через несколько дней выяснилось, что при моей первой регистрации, при получении ИИН еще в Атырау, еще в мае прошлого года, когда я в первый раз приезжал в Казахстан, оператор допустил ошибку в номере паспорта. Последняя цифра моего паспорта в базе не соответствовала последней цифре в моем паспорте. Таким образом, и свежевыданный РВП, и все остальные мои, полученные по этому ИИНу документы, формально были недействительны. Ну, естественно, я сразу же побежал в ближайший ЦОН, объяснил ситуацию, мне оформили заявление на внесение изменений, а на следующий день пришла смс-ка, что по моему заявлению мне отказано. Естественно, при заходе на второй круг в ЦОН причину отказа мне никто пояснить не смог. И можно было бы так ходить кругами, но мое законное время пребывания в 90 дней подходило к концу. До конца срока оставалось уже всего 5 деньков. И возникала патовая ситуация. На машине я уехать не могу, потому что машина не едет. Оставаться я не могу, потому что документы формально недействительны. Поэтому я нашел ближайшие дешевые билеты куда-нибудь и решил просто из Актау улететь. Так уж получилось, что в данной ситуации я дотянул уже до края, а до края никогда дотягивать не надо. Кроме всего прочего, меня так воспитали, что всегда нужно делать все по закону. Пускай это не самый быстрый и не самый простой способ зачастую, но, как мне кажется, самый надежный. Поэтому я решил, что улететь – это самый правильный вариант. Я решил, раз уж обстоятельства сложились таким вот образом, то, наверное, стоит перестать сопротивляться судьбе, согласиться с ней, уехать в другую страну, ну или смотреть по обстоятельствам, как оно там сложится, и, может быть, что-нибудь поменяется, и, может быть, что-нибудь произойдет. Вот так я оказался там, где я сейчас оказался. Но в этот раз море уже не Каспийское. В этот раз за мной море черное. Я теперь уже не в Казахстане. Я нахожусь в Грузии. На самой ее окраине, грубо говоря, в городе Батуми. Вот там посмотреть, если есть гора по берегу. А вот за ней следующая гора. Это уже Турция. Что я вам хочу сказать? Здесь тепло. Здесь не сказать, чтобы недорого на самом деле. Здесь вкусно, здесь хорошо.
Море здесь довольно чистое. Это самая окраина Батуми. На самом деле до центра Батуми, здесь вот в ту сторону, примерно час на автобусе на номере 16. Стоит он какие-то копейки, что-то пол-лари. И за час довезет вот туда, где в Батуми все происходит. Но там же на самом деле в Батуми железнодорожная станция грузовая и порт грузовой и все такое. То есть море там так себе, здесь море гораздо чище. Это считается курортное место, курортная зона. Такой вот коротенький апдейт для моих подписчиков, прежде всего из Казахстана. Казахстан, это, как говорится, для меня one love. И я обязательно в Казахстан вернусь. Я обязательно продолжу свое путешествие по замечательным местам Мангыстау и не только. Я надеюсь, что судьба благоволит, так сказать. И я по своему возвращению на своем автомобильчике отправлюсь в полнейший тур по всему Казахстану. В общем, 22-й год был для всех, ну, может, не для всех, но для некоторых точно очень не очень. Надеюсь, что следующий год будет еще лучше во всех отношениях. Счастья вам, любви, терпения. Пускай у вас в новом году все будет хорошо. С вами был ваш любимый видеоблогер Странный Дядька. Как обычно, лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Пожелайте мне всего самого лучшего в новом году. Собака ко мне пришла попрошайничать. Множество ходит. И они за еду готовы сделать практически все, что угодно. В общем, вот, пусть в 2023-м все у нас у всех будет хорошо. Пока.